Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Михаил Кругов на связи прямо сейчас. Экономический обозреватель, публицист, человек-ученый. Михаил Борисович, здравствуйте. Добрый день. Зрителям привет большой. Да, друзья, спасибо большое, что ждете нашей встречи с Михаилом и пишите, вспоминайте в комментариях. Конечно, это очень отрадно. Для того, чтобы не терять Михаила Кругова, подпишитесь на его телеграм-канал, ссылка будет в описании. Непосредственно сейчас я бы хотел начать наш разговор с того положения дел, которое вырисовывает фронт. Россия наступает, Украина как бы держит оборону, идут обмены ударами, причем удары России массированные, бьют, ну, понятно, что в целях пропаганды говорят там, по невоенным объектам и так далее, но мы заметили определенную тенденцию. Идет выбивание предприятий, которые прямо, косвенно, около этого, они могут быть теоретически связаны с войной. Нет, может и практически, конечно, потому что там где-то на гаражах дроны, где-то делают, где-то там в каких-то предприятиях определенные цеха, где-то там уголки, где что-то военное производится. Однако, если посмотреть в плане экономическом, то получается, что задача России и цель России нанесения вот этих тыловых ударов – это обезжирить вообще экономический будущий потенциал. Потому что, условно, разнос там какого-нибудь кременчугского НПЗ, который разнесли, а потом там пытались что-то возобновить, ведь все же понимают, что такое предприятие уже никто больше не построит. Построят нечто новое, кто-то говорит современное, а кто-то говорит маломощное, такое очень и очень компактное. Если посмотреть в перспективу вот этой войны, то тогда вообще по-другому выглядит как бы выглядят цели и задачи, и за что идет война. Если с экономического как бы бока взглянуть на все происходящее, то тогда какая перспектива ждет Украину? Ну, военные, нам надо использовать ракеты. По властной инфраструктуре не бьют. По мирному населению не бьют. А почему остается бить? Только по предприятиям. Они так глубоко не думают, тем более, что есть ощущение, что это все больше на автопилоте идет. А в серьезном плане я вижу перспективу, что у украинского общества имеются два экзистенциальных вызова, которые их резонанс не только разорит страну, но и разрушит государство. И то, что предприятия разрушаются, но это будет дополнительным фактором этого вызова, потому что первый вызов создан наступившим в 2014 году лихолетием. Оно аналогично российским лихим 90-м, но намного более разрушительное, как мы наблюдаем с экономикой, и жестокое. Второй вызов создаст финансовый Армагеддон. Уже очевидно, что он запустит глобальный экономический кризис. Его главной жертвой станет первый мир в лице промышленно развитых стран. Кризис разрушит используемую ими либеральную модель государства, потому что она уже стала полностью неадекватно достигнутым в этих странах уровню сложности общественной среды. В результате эффективность этой модели уже четверть века является отрицательной. По сути, властная деятельность только разоряет страны первого мира. Сегодня обслуживающие властную деятельность в этих странах политологи и экономисты уже публично признают, что в перспективе считанных месяцев кризис по модели домино запустит процесс банкротства всего первого мира. В этой истории Украина 30 лет своей независимости демонстрировала течение этого процесса, а сегодня уже показывает его финальный этап наступления лихолетия и разрушения модели государства. Что будет вместо государства, Михаил Борисович? Ну, потому что, смотрите, опять-таки, сейчас вот эти времена, они как бы, давайте откровенно, очень
по-другому видят роль государства? То есть, если государство разрушено, то что будет на его месте? Но лихолетие свидетельствует, что место пустое. Государство в первую очередь поддерживает порядок в обществе. А если он не функционирует, то государство просто существует как абстракция. Здесь важно понимать, что в состоянии лихолетия и маргинального качества действующей власти шансы сохранить страну у украинского общества выглядят символически. То есть не государства, а страны. В то же время известно, что не бывает безнадежных ситуаций. Бывают только неадекватные ситуации управления действиями в ней. В имеющейся у украинского общества ситуации оно сможет выжить только если кардинально повысить эффективность, адекватность властной деятельности. Решение этой задачи позволит, во-первых, ликвидировать один из экзистенциальных вызовов, во-вторых, повысить адекватность властной деятельности второму вызову, то есть глобальному экономическому кризису. При этом очевидно, что ликвидировать можно только вызов лихолетия и так повысить адекватность властной деятельности условиям тотального экономического кризиса. Исторический опыт содержит много примеров успешного, при этом быстрого преодоления лихолетия. Но могу привести самый свежий пример. Его предлагает российский опыт. Лихие 90-е были преодолены практически за год кардинальным обновлением власти компетентными и ответственными кадрами силовиков и бюрократов. В этом опыте самое интересное, что для запуска процесса обновления власти оказалось достаточно всего одной статьи в СМИ. В августе 1998 года в России случился дефолт, по итогам которого премьер Кириенко был отправлен в отставку. И Ельцин вернул в премьерское кресло уволенного весной Черномырдина. Но за неделю до утверждения в Государственной Думе в СМИ появилась статья «Тайна ЧВС». В ней объяснялось, что неизбежность дефолта стала очевидна еще в начале весны, и что дефолт был закономерным итогом проводимой Черномырдиным экономической политики гайдаровской команды. Чтобы увести его от ответственности за дефолт, была организована смена премьера на молодого энергичного Кириенко. Чтобы, когда он проведет дефолт и примет на себя ответственность, Ельцин будет вынужден вернуть надежного Черномырдина. Так гайдаровская команда сможет сохранить власть. Лужков со статьей пробился к Ельцину и объяснил, что гайдаровцы его примитивно развели. Президент терпеть такого отношения к себе не мог, тем более, что он еще помнил, как за 3 дня до дефолта на камеру говорил, что никакого дефолта не будет. И назначил премьера Евгения Примакова. Как кадровый сотрудник внешней разведки он запустил процесс кардинального обновления власти силовиками. В итоге статья стала аналогом камня, падение которого вызывает горную лавину. В этом случае лавина снесла не только гайдаровских реформаторов, но и построенный ими олигархический, а по сути бандитский капитализм. В результате закончились лихие 90-е. Примаков был, безусловно... А как этот пример может сейчас накладываться на украинское лихолетие? Никак. Потому что, смотрите, давайте откровенно. Одной статьей, мы ничего не закончим. Хотя, по ощущениям, в Украине сейчас там ожидается смена кабинета министров, то есть перестановки даже в силовых структурах, имеется в виду военных, то есть говорят об отставке главкома и так далее. Но, по сути, мы видим абсолютно другое время, другой дух времени и другие фигуры вокруг Зеленского. Нет, надо понимать, что я привожу пример, что возможны всякие разные варианты, потому что никогда такого не было, чтобы одна статья свалила целую власть. И за год вывела страну из лихолетия, запустила экономический рост, так сказать, за несколько лет восстановила дееспособное государство, а затем довела страну до статуса влиятельной мировой державы. Но это
демонстрирует, что все, что угодно может произойти. Потому что таких примеров не было, вот есть один. Значит, и другие, возможно, какие-то. Здесь нужно понимать, что власть может сменить только проект преодоления лихолетия, потому что проект создает политическую силу интересантов его и симпатизантов. А проект – это уже, если продвижение будет эффективное, оно изменит общественное сознание. Потому что вот альтернатива. Да, там тяжелая, жестокая, но какая-то. А сейчас альтернатива перевыборов, что ли? А та же власть с другими кадрами сохранит управление страной. Но смотрите, тут же другой момент. Капитуляция имеется в виду не полная безоговорочная, как там рисуют и описывают, как страшное это слово, но имеется в виду там уступки Украины по условиям меморандума России, да, какие-то, возможно, компромиссы, уступки России по отношению к Украине. Ведь из этого не получается проект. Все говорят о том, что, ну, в общем, стороны далеки друг от друга, и, соответственно, альтернативы не видится. Но, однако, почему, ну, условно, договориться, да, не является сейчас альтернативой, и все в подвисшем ожидании какого-то, возможно, там, следующего раунда, третьего Стамбула? Здесь нужно иметь в виду, что краеугольным камнем требований России является денацификация. А в переводе на обычный язык это смена правящего класса. Поэтому если Россия не сменит правящий класс, то она уже проиграла. Все остальное, там, нейтралитет, там, отказ от вступления в НАТО, там, запрет на базы, это все так, декорации. Вопрос стоит, останется ли в Украине прежний правящий класс, ну, там, перекрашенный, все прочее, или нынешний класс будет сметен. Поэтому если Россия не сможет это сделать, ну, это будет провал специальной военной операции. Вот. Если сможет, то для этого Украина должна капитулировать. То есть должна быть назначена временная военная администрация, которая будет проводить денацификацию. Но вернемся к проекту. Это ведь тоже своеобразный проект, да? То есть, а какие смысловые нагрузки, идеи и, ну, мы с этого начинали, да, экономические, ну, какие-то базы, да, то есть, или там одна общая экономическая база, или конкретная база под каждый класс могут быть в этом проекте? Ну, во-первых, как бы сформулировать, проект должен быть абсолютно новым, нестандартным. То есть его нельзя было сравнить с предыдущими. А это пример, допустим, Англии в 1940 году, когда она осталась один на один с Японией, Италией и Германией. И что она сделала? Ввела жесткую автократию в политической сфере, в экономической сфере, в социальной сфере. И самое интересное, что это единственный пример в истории, когда никто на войне не заработал. Вся промышленность производила продукцию и продавала по себестоимости. Ну, плюс добавлялся там аналог НДС, ну, для бюджета. Точно так же были введены продуктовые карточки, на которые продукты закупало государство тоже по себестоимости, тоже с этим самым. Никаких свобод, никаких политических свобод вообще.
запрещено было рассуждать. Даже пропаганды не было. Просто эта тема была закрыта. Ну, про экономику я уже сказал. Конечно, всякие спекуляции, там все это было закрыто полностью. То есть страна была мобилизована. И проект должен ставить цель мобилизации, тотальной мобилизации всего общества, всех групп населения. Для этого во всех сословиях или там отраслях, видах деятельности должна действовать жесткая автократия. Тогда подождите, мы 45-й сейчас, год, постойте, мы тогда о каком проекте говорим? О проекте воюющего государства, проекте том, что рисует условно и как себя ведет Зеленский, о том, что война будет продолжаться и год, и два, и три, и сколько нужно, столько будем воевать. Ровно, откровенно говоря, ровно этот пример с продуктовыми карточками и тотальной мобилизацией общества как раз таки и подходит. Это туда идет Украина? нет, ну, во-первых, нынешняя власть продемонстрировала полную неадекватность. И она же не предлагает никаких перспектив. Что мы не будем капитулировать. Ну да, перспектива очень такая смутная. А нужно предлагать перспективу. Война будет продолжаться, потому что проект должен стать известным всему обществу. И уже с Россией можно договариваться, что вот мы по этим проектам сменим правящий класс, и вы решите свою задачу. Поэтому война может продолжаться в таком вялотекущем демонстрационном виде, но Россию такой проект устроит. Потому что смена власти – это ее экзистенциальная цель. Если проект предлагает сменить власть, ребята, мы будем за. Но разработка проекта – это сложное дело. Ну, с другой стороны, исторический опыт мировой дает очень много примеров преодоления лихолетия. Ну, правда, все они предусматривают как раз вот ужесточение, наведение порядка в обществе, жесткого порядка. Ну, так, в принципе, в Украине мы там и наблюдаем такие элементы. Правда, элементы наблюдаем. Ну, вот это бусификация, запрет выезда за границу. Самодеятельность это все. Там русский язык, все вот эти проблемы, гонения там на церковь и так далее, и так далее. То есть, в принципе... надо как-то ободрить общество вот такими мероприятиями. Ну, так сказать, его не консолидировать, а просто запугивать. Ну да, по продаже продуктов или военной амуниции по себестоимости речи не идет, конечно. Тут мы понимаем. А вот эти элементы как бы оседлали уже, да, вот в Украине. Так, смотрите, вот опять я хочу провести линию между тем, что нас ожидает в плане Стамбула, тех противоречивых друг другу меморандумов российской и украинской стороны с будущим вот этим проектом, о котором вы говорите. Есть ли какая-то связь? И вот на самом деле получается из ваших слов, что если условно в этом там на переговорах Украина не предлагает ничего нового в плане там идеи, ну, значит, все так и будет продолжаться, как продолжается сейчас. Да, потому что альтернативы нету и у киевского режима, и у московского. Ни у того, ни у другого альтернативы нет. Значит, надо предложить альтернативу. Сказать, ребята, нам надо преодолеть лихолетие, довести порядок, а там уже договоримся. Ну и кроме того, война уже четвертый год, российское общество, конечно, очень устало
уровень жизни быстро падает. Он и так уже 10 лет снижается непрерывно. А теперь он уже так катастрофическими темпами. Власть это понимает, поэтому пропаганда там раскручивает образ будущего красивый. Все они сдохнут, а мы останемся. Потому что власть тоже понимает, что глобальный экономический кризис резко изменит всю ситуацию. И что делать в новой ситуации, представлений нет. Ни у российской власти, а украинскую это вообще не интересует. Ну, потому что украинской дают деньги, да, оружие, поддержку. Ну, Россия там очень ограниченно пользуется поддержкой каких-то союзников и партнеров. И то эти союзники и партнеры, там, Ким Чен Ын, да, мы видим, там Понятно. другие страны. Если мы посмотрим на этот экономический кризис, который изменит все с точки зрения каких-то временных промежутков и наложим на события на фронте. То есть можем ли мы предполагать, что условно кульминация, и кульминация ли это то, что происходит сейчас, вот эта летняя военная кампания с тяжелыми ударами, разменами ударов, наступлением российской армии, что условно это все как бы предваряет, да, по времени кризис. Что имеется в виду? Ну, например, там, экономисты говорят, начнется все осенью. Да? Другие говорят, да нет, уже началось, просто проявление и, грубо говоря... В латентной фазе все уже идет. Вот. А осенью ожидает перехода в открытую фазу. Есть ли прямая связь? В любом случае, для выживания страны проект нужен. Но самое интересное, его же можно сделать за несколько месяцев. Исторический опыт большой. Там же инфляция – это старая, давно известная порча монеты. Инфляцию нужно обнулить, потому что деньги портятся инфляционно в интересах власти, чтобы у нее там бюджет наполнялся. Если финансистам скажут, инфляция должна быть плюс-минус 0,25% или турма, и все, инфляция будет закрыта. Первая проблема – обесценивание денег. Это такой фактор жуткий для народа и вообще для общества. Потом вся эта вакханалия спекуляций там, с этими фондовыми. Это вообще перекачка трудовых доходов в карманы спекулянтов. Ну, это вообще аморальная деятельность, вообще-то говоря. Ну, если это так чисто научно подходить. Общество народ создает новую стоимость, там, предпринимательство, а часть этого дохода присваивается с помощью спекулятивных игр. О том, что это игры, вот свежий пример на позапрошлых выборах. Пелоси внезапно сняла свою кандидатуру. При том, что она была спикером Нижней палаты, то есть влиятельнейшей дамой, и в своем округе побеждала там и самое. А что произошло? А в СМИ появилась информация, что ее муж феноменально успешный игрок. За 2 недели, как акции подешевеют, он их продавал. И тоже за 2 недели, до того, как они подорожают, он их покупал. Вот. Ну и Пелоси поняла, что следующий слив будет по офшорным счетам семейства. А это уже турба, потому что с них налоги не платились. И поэтому она и снялась. Ну, этим самым занимается, говорят, и Трамп, да? Все! Одно дело, он там духи выпускает свои какие-то. Это еще легализованное казино. Но если в казино там все-таки барабан крутится, то здесь крутят эти ставки
в нужный момент выбирают, то есть не просто так все это делается. Это все чистой воды обман. А как так получилось, что государством управляют игроки? Ну, это старая история, когда отменили золотой стандарт, так сказать, у финансистов появилась возможность печатать много денег. И они начали скупать политиков предоставление инсайдерской информации с рынков. Политики деньги прятали в офшорах, и, так сказать, а панамская история всем политикам продемонстрировала, что, ребята, если вы вздумаете, не будете делать, что от вас требуется, то откроются ваши счета и будете объяснять. Ну, то есть впереди тюрьма. Затем также начали скупать этих самых топ-менеджеров крупных предприятий. Вначале это в Америке было, потом на Европу, и в результате они возглавили весь первый мир. Финансисты. При том, что в экономике они ничего не понимают. Финансовая деятельность не является экономической даже в либеральных учебниках, потому что в ней не создается новая стоимость, то есть источник богатства граждан и общества. Но это, понимаете, вот новая стоимость создается только товаропроизводителем. Вот он произвел товар, обошелся ему в 100 рублей, а на рынке он стоит 150 рублей. Он из этих 50 часть отдает транспорту, чтобы доставить, часть ритейлу, чтобы продал, часть финансистам за финансовые услуги, часть обществу в виде налогов. Ну, оставшаяся часть – это его прибыль реальная. Поэтому в создании новой стоимости, кроме промышленников, никто не участвует. Все кормятся от нее. Это ситуация, когда прислуга управляет хозяином дома, ничего в его делах не понимая и по возможности обкрадывая. Финансисты как главный управляющий. Ну и что будет? А как тогда кормятся на войне? Ну как, там же... Ну вот смотрите, Путин недавно выходил и говорил о том, что вот мы будем сокращать расходы на оборону, немножко там будет мягкая посадка, потому что об этом уже много там пишут и говорят, причем это используют в пропагандистских, военных целях, да, что вот смотрите, экономика России там не выдержит и скоро там будет у нее крутое пике. Вы понимаете, человеческая деятельность, она вся разумна. Но человек разумное существо. Поэтому и те, кто управляют, они поддерживают какой-то порядок. В частности, делят деньги. Вот тебе столько, тебе столько. Военные промышленники, если решили, значит, им надо выделить деньги. Вот. Поэтому, ну, то есть, предыдущая большая дележка была прикрыта зеленой повесткой. Электромобили там, декарбонизация там, и все это самое. Ну, на этом какая-то часть экономики зарабатывала. Ну, расчет был на мультипликационный эффект, что это вот зеленая революция, она, так сказать, создаст новые возможности для экономического развития. Но оказалось, что это все квази-фантазии, как говорил Бендер. Ну, то есть мы можем ВПК или там ну, как Зеленский выходит и говорит, 8 миллионов дронов мы можем сделать, да, вот это. То есть мы можем это, в принципе, провести параллели между зеленой повесткой и войной. Конечно. Ведь расходы на оборону были очень низкие очень много лет. И оборонная промышленность, она вообще, так сказать, уже существовала
в символическом виде. Ну, в Америке там Боинг все эти зарабатывали, им хватало денег, а в Европе денег не давали, при том, что эффективность властной деятельности была отрицательной. То есть общество разорялось. Ну, и спохватились, что еще немного, и мы оборонную промышленность вообще потеряем. И вот срочно враг России скоро нападет, давайте вооружаться. То есть просто из пирога ресурсов долю военной промышленности увеличили, чтобы ее спасти. Потому что там уже аховая была ситуация. Вернемся к проекту «Украина». Вы сказали такую фразу, которую я так специально пропустил мимо ушей, чтобы вот сейчас сакцентировать на ней внимание. То есть вопрос не в том, что Украина теряет государство, а украинцы теряют государство, а украинцы могут потерять и страну. Объясните, что вы Да, имеете в виду? ну, лихолетие всегда приводит к параду суверенитета. Галичане вспомнят, что они Галиция, русские вспомнят, что они Новороссия, и начнутся эти самые... Ну, в лихие 90-е тенденции уже были. Там Уральская республика, Дальневосточная республика, будировалась эта тема. Вот, вовремя, так сказать, власть сменилась, и все это закончилось. А так это естественный распад по территориям, потому что, в России как? Это москвичи, а мы уральцы, а мы сибиряки. Это все выходит на первый план. Зачем нам Москва, когда мы самодостаточные можем быть и независимыми? Тем более, что чиновникам нравится, когда нет начальства сверху. Вот. Поэтому это единственный вариант. Лихолетие – это, понимаете, если лихолетие как аналог пожара. Если его не тушить, то пока все не выгорит, пожар не остановится. Вот лихолетие остановится, когда все разбегутся, разделят страну на вотчины местных чиновников. И, естественно, потом кто-то этим воспользуется. То есть какая-то часть, какие-то части консолидируются, остальных соберут, но если будут соответствующие люди, компетентные, патриотичные, добросовестные. Жулики никогда не восстановят. Вот вы говорите об этом параде суверенитетов. Кажется, конечно, с точки зрения того проекта, который строит последние 30 лет Украина, имеется в виду национальное государство, да, там один язык, одна нация, в общем, кажется удивительно. Однако мы же видим, как условно местные жители, например, да, вот Закарпатье, да, говорят, вот приехали донецкие, харьковские, покупают у нас тут земли, строят у нас тут там всякие ветряки, какие-то гидростанции, какие-то, не знаю, заводы, предприятия, фабрики, цеха, за ним вкладывают бизнес. С одной стороны, это вроде как хорошо для нас, закарпатцы, там рассказывает один местный блогер. А с другой стороны, а как они нас будут вообще уважать? Они вот на русском языке это делают. А как же наш диалект? А как же наши правила, обычаи? То есть, понимаете, это вот на самом деле, это статья, то, что думают себе, но это открыто, думают, об этом рассуждают. Условно, одна территория, о другой территории. Одни люди о других людях. Поэтому, это прям прямая дорога до условного полураспада. Вопрос языка вообще очень самый важный. Я политической аналитикой начал заниматься где-то во второй половине 90-х. Я просто прогнозировал, что этот олигархический капитализм рухнет, и
откроются возможности, интересные возможности, потому что к тому времени уже там в экономике наступило время крыш, все бизнес крышевали, то есть свобода закончилась, и я свернул бизнес и пошел заниматься политической аналитикой. Ну, у меня хорошая обществоведческая была подготовка. Вот. И где-то в 2003-м, ну, естественно, я Украину очень внимательно следил за ней. В 2003 году вышла моя книга «Философия свободы и справедливости». И там я прогнозировал, что Украина движется к распаду. И он начнется с Крыма, ухода Крыма, и детонатором станет вопрос языка. Понимаете, язык – это страшно важная вещь. Ребенок на родном языке воспринимается максимально хорошо информация любая. И если ребенок учится на родном языке или на чужом языке он получит максимум половину знаний, которые нужно получить. То есть он уже будет, ну, как бы неполноценным. И это подсознание есть, потому что, ну, опыт и все прочее говорит, что тем более, что школа – это самый важный элемент. Она создает фундамент, фундаментальные знания, которые потом развиваются дальше уже в интеллектуальные и все прочее. Поэтому язык действительно очень важная вещь. И вот эта вот политика, она, на мой взгляд, как раз и... Церковь – это уже так, для коллекции. А вот ограничения языковые, они, ну, в принципе, формируют негативное отношение к такой политике, естественно, к власти. Да, все зажато, все внутри, но потом оно взорвется. Причем, допустим, ну, голодные годы, они, конечно, сильно влияют, но вот вопросы будущего детей, вот это сильнее. Голод переживем. Ну, периодически бывает там хуже, лучше, а это вот же будущее ребенка. Странно, обычно принято считать по-другому, мол, язык второстепенен, никому не нужен, и вот эта история – это только какая-то, ну, в общем, какая-то шизофрения, а на самом-то деле важна экономика, важны там как бы другие вещи. Ой-ой-ой. Ну, обществоведение современное – это уже вот архаичное, ничего не понимают толком в обществе. Все устарело, все эти стереотипы замшелые, там, вековой, двухвековой давности. Но мир совсем другой, намного сложнее. Вот я могу привести пример. Вот понятие общества. Ну, как говорят обществоведы, это совокупность людей, объединенных общими ценностями, нормами культуры, институтами, которые взаимодействуют друг с другом в рамках определенных социальных структур и организаций. Ну, зачем они объединяются? Ценностями, нормами. Еще в то же время, ну, я сформулировал очень простое определение. Люди объединяются, потому что для совместного достижения общих для них целей. Потому что коллективная деятельность эффективнее индивидуальной за счет специализации и объединения ресурсов. В результате общие для всех цели достигаются быстрее и дешевле. И любое общество можно посмотреть, какие цели оно достигает, какими способами определить качество общества. Так ведь?
насколько оно эффективно и правильно. Но это определение дает очень большой эффект, потому что в этом определении власть не начальник народа и не слуга, а подрядчик, ну, исполнительная. Ну, вот есть цели. Дальше. Политические партии должны конкурировать пакетами проектов общественного развития. Причем рассчитанных, вот медицину мы поднимем до такого-то уровня, для этого нужно столько-то денег, все прочее. Плюс чей проект понравится, та партия станет в власти. И перестанут формироваться коалиции. Потому что благодаря коалициям партия имеет возможность отказаться от части своих требований. Ну и снять с себя ответственность, понятное дело, Конечно. роли власти. А тут проект, все понятно. В этой отрасли по каждому году, так сказать, вот такие должны быть результаты. Нет результатов. Меняем власть. Так что вот... Или, допустим, вот это представление о 3 ветвях власти. Ну, это же феодальная история. Мир двоичен. Активные вещества, нейтральные вещества. В живой природе мужские особи, женские особи. В обществе политически активные люди, политически пассивные. А 3 ветви власти, какой эффект? Законодательная власть действует по принципу: главное, прокукарекал, а там хоть не расцветай. Она что, следит за тем, как эти законы выполняются? Она должна следить. Работают ли законы, не работают, или требуются законы. А это значит, что прокуратура и следствие, и суды должны быть частью законодательной власти. Должно быть 2 власти. Одна исполнительная, которая обеспечит достижение общих целей, вторая законодательная, которая устанавливает в обществе порядок. Все, больше никаких властей не надо. И это двоичное, естественно, для Вселенной, всей Вселенной порядок. А так прокуратура сама по себе, ну, она неизвестно, кому подчиняется. Вроде бы законодательный, а суды вообще независимые. Так что это все архаика, все общественные представления архаичные. Они не работают в современном обществе. Оно очень сложное. Вы знаете, вот это, кстати, вы так натолкнули на мысль. Сегодня так получилось, что пришла информация. Вот есть МВФ, да, Международный валютный фонд. И там считают, что украинцы во время, платят мало за газ. Ну вот, да, то есть стандартная тема, это газовая история. В общем, надо платить в 4 раза больше. Но с точки зрения, там, понятно, там, цели, задачи и вообще газовый рынок, и, понятно, сейчас цены на газ обсуждаются и в Европе, и вообще и на Западе. Это прям отдельная тема. Да? Турция увеличивает по турецкому потоку прокачку российского газа, так достаточно существенно, в сторону Европы. Но я не о газе хочу с вами поговорить. Я вот об архаике отношений вот сейчас говорите, это прям очень интересно. То есть, смотрите, какая парадоксальная штука получается. Значит, нам рассказывали 30 лет, и в 2019 году Зеленский, собственно, с этим тоже пришел. Я как сейчас помню этот ролик. Молодой Зеленский собирает в офисе каких-то людей, которые ему типа там что-то советуют как кандидату. И там вот это вот, смотрите, пенсионеры, не пенсионеры, там учителя были, учителя будут получать по 4000 долларов. То есть, вот мы к этому придем. Или там, например, пенсии повысят до такого-то размера. Значит, и так вот оборачиваешься назад, да, прошло 6 лет, 6,5, может даже почти 7 с этих моментов, да, дискуссий. То есть нам постоянно рассказывают, что учитель там должен получать 3-4 тысячи долларов, пенсионер должен
получать такую пенсию, чтобы путешествовать по миру, о нем будет заботиться медицинская сфера. То есть проходит эти 7 лет, страна разбита войной, жуткие потери материальные, экономические от войны, там, прилет ракеты, уничтожение, ну, всего там, да. Главное, сколько людей погибло. Вот, в земле, их не вернешь уже. Некоторые плюнули, Да, уехали и поднимают экономику там соседней Польши и других стран. То есть люди с деньгами, которые с мыслью, с умением, с навыком, да, вот зарабатывать деньги, они перемещаются и зарабатывают деньги в других странах, не в Украине. То есть и нам МВФ приходит и говорит: слушайте, что-то вы как-то мало за газ платите. Ну, елки-палки, слушайте, вот это, ну это же уже даже не капитализм. Это, я помню, ну вы тоже знаете, да, вот это коммунистическая вот эта история, там, вот, эксплуататоры, там, да, вот эти, ну как зовут и величают, да, капиталистов в этой литературе советской, там, марксистско-ленинских вот этих, скажем так, трудах. Погодите, но это же стервятничество. То есть да. там той Украины осталось, там уже почему так все нормально вроде с этим газом, хотя есть проблемы большие? Потому что предприятия не покупают газ, предприятий нет, те, которые могли бы наладить, ну, там, большое производство чего-то, да, то есть там химудобрений, каких-то еще моментов, где много нужно газа. А газ только получается по большей части в этих колонках, ну или там в комфорках у украинцев. Но мало вы за него платите в 4 раза больше. Почему так получается? Почему вот откуда берутся вот эти... Ну это же просто нонсенс. Воюющая полуразрушенная Украина мало платит за газ. Ну, МВФ, он же, ну, это бухгалтера. Они смотрят, дебет, кредит, вот дырка, как закрыть? Ну, цены поднять, у них других... Они же ничего не понимают в экономике, в социологии, там, во всем этом, во всех проблемах общества и не интересуются. Ведь западные мозговые центры уже деградировали до советских нифига. Ну, это народ в 70-х, 80-х образовал эти центры. Сорос, по-моему, в 2019 году заявил, что все эти мозговые центры халтурные. Пишут эти самые аналитические материалы, выгодные заказчикам, а не объективные. И объявил, что он создаст собственный мозговой центр, который должен быть вот правильным. Назвал его институт Куинси. Ну и что? Институт никуда не взлетел, так в середнячке держится. Ну, деньги были вложены. А то же самое делает за все хорошее. Ну, такой кот Леопольд. Давайте жить дружно и так далее и тому подобное. То есть не нашли там интеллектуалов для мозговых центров. Их уже давно нет, они все деградировали. Ну, наша высшая школа экономики. Ну, экономисты, которые никогда не работали в экономике, которые учились по книжкам западных экономистов, которые тоже никогда не работали в экономике, и которые писали эти учебники для стран третьего мира, чтобы они вот этой вот примитивностью не развивали экономику. И, так сказать, конкурентоспособность западных экономик, она сохранялась бы. А на самом деле вот немецкая экономика ничего общего не имела с либеральной экономикой. Там рынок был только на уровне малого бизнеса. А дальше централизованная система управления ценами, зарплатами. Все это было
То есть там ничего не было. На немцев произвело впечатление, что мы за 5 лет восстановили хозяйство. И они заимствовали нашу модель совнархозов. То есть там, у меня фирма была, которая была аффилирована с очень крупным предприятием. И я немножко разобрался в этой теме. То есть вот в середине 90-х, когда бизнес достигал оборота 20 миллионов марок, его владельцам предлагали передать блокирующий пакет прав одной из промышленных групп. Их 10. Самая большая Daimler-Benz. За это они получали, во-первых, и они обязаны были ценовую и зарплатную политику строго согласовывать. За это им сверхльготное кредитование, в случае каких-то проблем помощь. То есть они будут защищены. И поэтому, если в Daimler-Benz работало 300 тысяч человек, то он контролировал экономику, в которой работало 3 миллиона человек. И где здесь это самое? Все, что в учебниках написано. И самое интересное, экономическую политику разработали аналогично нашим этим самым Госплановским институтом мозговых центров. И предлагали разные варианты. Вариант выбирался трехсторонним, тремя сторонами. Власть, профсоюзы, промышленники. И причем очень жестко. Или принимается, или не принимается. Тогда мозговые центры переделывали. То есть не было такого, что вы вот это уберите, тогда все это будет. Нет. Политику разрабатывают те, кто в ней разбирается. Так что, да, и самое интересное, банкиров там не было вообще. Их вообще не подпускали. Им разрешали немножко кормиться на спекуляциях. А один крупный промышленник говорил, что у наших банков, там Коммерцбанк, Дрезднербанк, Deutsche Bank, 600 миллиардов свободных денег. Им не разрешают ими спекулировать, а у нас нет проектов, на которые можно их использовать. К проектам очень серьезно относились. То есть там надо было все это самое предусмотреть, а серьезных проектов не было. Потом, правда, вот зеленая повестка появилась, куда деньги использовать. То есть финансисты там не были людьми, они были прислугой в немецкой экономике. Поэтому она была самой эффективной. И мало того, все успешные западные экономики имеют скрытую, но эффективную систему централизованного управления. Рынок для малого бизнеса. А в стратегических вопросах жесткое управление. Жесткое. Михаил Борисович. А вот греки, всякие разные там, у них этого не было. Потому что эти успешные страны не делились с ними секретами успеха. Пожалуйста, учебники читайте. МВФ обанкротила Грецию, и откатила ее очень далеко-далеко на задворки. Это мы помним эту историю. Если там подвести черту под сегодняшним разговором, я не просто так про этот газ вспомнил, за который там, оказывается, украинцы платят в 4 раза меньше, чем должны. Есть такое ощущение, что вот гипотетически, экспериментальным путем, например, волевым решением Путина, к примеру, то есть выйдет Путин завтра утром, проснется, например, и скажет, значит, так, все, хватит. Как российскому обществу там все объяснить, найдут, то есть, в общем, все останавливается. Так Украина
после войны вообще сможет ли выжить? То есть настолько все завязано в политическом, ну, вот этом обществоведческом смысле, да, в экономическом смысле на войну, что кажется, что если условно этот катетер вынуть, ну вот завтра Путин захочет и все закончит. Скажет, все, мы типа всего добились, объявляем победу, вот здесь там, например, ставим пограничные столбики, и вот все, война закончилась. Трамп говорит, ура, еще один повод дать мне Нобелевскую премию мира. Это я фантазирую. Так а жить как будет страна? Выживет ли она? Если ее оставить в покое, и Запад, и Россия, она выживет. Но для этого нужен будет проект. Много что осталось еще в Украине. Все потребуется мобилизовать общество на преодоление лихолетия. Первый этап. Второй этап – модель будущего, образ будущего. А это компетентность власти. Власть некомпетентна вся. И наша, и ваша, и прочее. Допустим, сегодня в России ситуация, то есть российская власть находится в состоянии, в котором советская находилась в конце 70-х. То есть она уже прошла точку невозврата. Она идет, она не выучила уроки, что погубило СССР. 3 плохиша. Это Америка, Горбачев и Ельцин. О, все. А при том, что Америка только половина Америки. Это был проект демократов. А у власти были республиканцы, которые... Буш уговаривал Горбачева сохранить СССР. И Тэтчер уговаривал. Они понимали, что если Запад лишится спарринг-партнера близкого по весовой категории, правящий класс начнет загнивать, расслабляться. И видим результаты этой политики Так и демократов. получилось, да. Вот. Но самое главное, что власть не выяснила, что погубило СССР. Реально. А там было очень много. Со середины 50-х пик эффективности. За 5 лет восстановили экономический потенциал страны. К концу 50-х первые в космос вышли. Богатую Америку обогнали. А потом что-то не то стало происходить. А вот что стало происходить, это власть не интересовала. И я внимательно, я еще то время немножко застал, людей из того времени, то есть знал, допустим, человека, который во время войны был начальником производства на Танкограде. И, то есть вот это поколение тех управленцев я еще застал живыми. И много с ними разговаривал. И что потом началось? То есть это был процесс деградации, как следствие маргинализации. Его можно было остановить в любой момент. Но зачем? Нам все лучше и лучше. Вроде бы. Ну, а в конце вот получили 90-е. Ну, крах сверхдержавы, причем за 3 месяца. Как, не помню, Леонтьев, кажется, сказал про Российскую империю. Слиняла в 3 дня. Но здесь в 3 месяца кучка малограмотных гайдаровцев во главе с партийным бюрократом средней руки, ну и интеллигенции либеральной, которая, так сказать, вообще ничего в жизни не понимает. И они сверхдержаву снесли.
Ну, казалось бы, ну выясни, почему она стала такой колсом на глиняных ногах, что вот эта вот кучка псевдомогучая уничтожила за 3 месяца. Нет, вот эти 3 плохиша. Американцы, Горбачев и Ельцин. Что, какие еще вопросы? Если бы не было их, были бы другие, а вопросы, а почему других не было, не ставится. Так что мы идем по пути СССР. И у нас в ближайшее время точка невозврата. Если у советской власти это был конец 70-х, 80-х, то у нас в ближайшее время точка уже будет пройдена. А Украина с кем? Ну, если Россия идет по пути СССР, по какому пути идет Украина? Да по тому же пути. Маргинализация власти, кардинальное снижение, катастрофическое снижение уровня компетентности. Власть вырождается. Поэтому без смены власти ничего не будет. Поэтому проект – это то, с чего начнется восстановление. А это определенные люди. Их нужно собрать. А они могут собраться вокруг проекта. А проект, как я уже сказал, преодоление лихолетия – это вопрос 6 месяцев. Я этот вопрос хорошо изучил. И точно знаю, что надо делать. Но в основном скандальные рецепты, но они все работали. И общество выживали в самых ужасных условиях. Михаил Кругов был моим собеседником сегодня. Я благодарен вам за ваше время и ваши мысли. Спасибо за внимание. Рад встречаться. Друзья, берегите себя. Пишите, что думаете в комментариях. Всем добра и света. Увидимся.